Всем привет! Я Марина, и с вами Школа Сакрамел. Часто мастера стараются сократить время процедуры и наносят цветной гель-лак в один слой. Да, так действительно можно, но есть ряд нюансов, о которых поговорим сегодня в видео. Поехали! Посмотрим на ручки модели. Мы уже выполнили маникюр, сделали укрепление и поднятие клюющих кончиков при помощи геля. Для того, чтобы цвет максимально ровно, без проплешин, лег в один слой, я вам рекомендую использовать следующий лайфхак. Выполните укрепление либо выравнивание цветным материалом. Что это значит? Например, если вы будете покрывать белым гель-лаком, сделайте выравнивание при помощи молочной базы. В нашем случае мы будем покрывать розовым, поэтому цвет камуфлирующего геля мы подобрали похожий. В таком случае покрытие будет лежать плотно. Следующий момент. Какие гель-лаки нам с вами понадобятся? Не выбираем те гель-лаки, которые слишком жидкие по консистенции и сами по себе не плотные. Вы не сможете сделать покрытие такими гель-лаками в один слой, понадобится 2, 3, а то и 4 слоя цветного покрытия, что, конечно же, даст толщину. Выбирайте те гель-лаки, которые имеют плотный пигмент и хорошо разравниваются для того, чтобы не было проплешин. Когда мы выполняем покрытие первым слоем, промазываем, слой должен быть тоненьким. Оформляем ровные границы, смотрим, чтобы не было затеков. Только затем мы будем наполнять ноготь цветом. Не берите сразу большой объем материала, ведь он может затечь. Покрытие тонкой кисточкой около кутикулы делаем после тонкого слоя, а не тогда, когда мы добавили объем материала. Ведь толстый слой с большей вероятностью растечется под кутикулой. Если на этапе такой тонкой подложки вы уже увидели маленький затек, тут же его уберите при помощи апельсиновой палочки. Она впитает в себя остатки гель-лака, и потом можно будет добавлять основной объем. И теперь, когда у нас есть такая подложка, мы можем набирать дополнительное количество материала, отжимаем кисточку и набираем нужное количество. Материала не должно быть в избытке, не старайтесь цветным гель-лаком выровнять ногтевую пластину, так как мы это делаем базой. Большой объем материала при просушивании в лампе просто скукожится, и затем вы потратите гораздо больше времени на то, чтобы это исправить. А теперь мы разравниваем материал на поверхности. Кисточку укладываем параллельно ногтевой пластине и делаем длинные движения от кутикулы до свободного края. Чтобы сделать линию около кутикулы плотной, опускаем пальчик вниз, толкаем материал к кутикуле, и в этом месте у нас становится плотная прокраска. Затем кладем лежа и длинными движениями выглаживаем. Работают только мои пальцы. Не тяну кисточку вместе со всей рукой. Вот так как будут проплешины на поверхности. Если после этого этапа вы видите на кончике излишки, вы их можете перетянуть ближе к центру. И те участки, которые вам не очень нравятся по плотности, подправить также тонкой кисточкой. Когда вы убедились, что покрытие ровное, материал хорошо распределился, можете отправлять в лампу на просушку. Просушивайте такой толстый слой покрытия не менее 1 минуты во избежание скукоживания. Конечно, есть ряд цветов, которые легко наносятся в один слой. Например, чаще всего красным можно нанести без какого-либо труда в один слой. А что касается пастельных, нанести ровно в один слой без проплешин гораздо труднее. Особенно это касается пастельно-розового, пастельно-голубого, фиолетового, разбеленных оттенков. Часто на поверхности можно увидеть сероватый оттенок. Это говорит о том, что там есть впадинки материала, поэтому он ложится неровно. Конечно, очень многое зависит от правильной техники нанесения цветного гель-лака. Если выполнять вот такие хаотичные короткие движения, то ни о каком ровном покрытии речи идти не может. Наша задача именно проглаживать материал кистью параллельно ногтевой пластине во избежание проплешин. И еще одна ошибка, которую очень часто совершают. Ставят кисточку не от кутикулы, а чуть ниже и разравнивают вот таким образом. Мы видим, как в зоне перехода образуются опять же проплешины, серый материал. Выглядит некрасиво. Мастер тратит время на то, чтобы нанести 2-й, 3-й слой, и все это дает объем. Трудно, конечно, сказать, что по времени быстрее. Нанести 1 слой цветного гель-лака, но плотно, красиво, ровно, либо сделать более тонких, но 2. Тут все будет зависеть от владения техникой, а также от самого цветного гель-лака. Часто еще, кстати, неоны очень хорошо ложатся также в один слой.
А вообще я бы рекомендовала пересмотреть всю свою палитру гель-лаков, оставить только те цвета, которые плотные, а те, которые полупрозрачные, трудно ложатся, убрать в дальний ящик, не использовать. Их можно использовать для дизайнов. Если вы увидели затек, то не отправляйте такое покрытие в лампу на просушку. Сначала уберите полностью и затем только просушивайте. Если все-таки после лампы затек засушился, вы можете его убрать при помощи алмазной насадки, либо подковырнуть апельсиновой палочкой, либо пушером. Вообще, почему многие мастера выполняют покрытие гель-лаком в один слой? Конечно же, в первую очередь для того, чтобы сократить время на этом этапе. Как правило, на покрытие цветное уходит около 20 минут, в зависимости от длины ногтей, от сложности цвета. Если мы делаем дополнительные слои, понятно, что время у нас увеличивается. Но я много раз видела следующее, когда мастер старается выровнять именно цветом ногтевую пластину, у него получаются и затеки, и гель-лак скукоживается, и он тратит массу времени на исправление этих недочетов. Отправляем в лампу на просушку, а также информируем клиента, как необходимо держать руку в лампе, чтобы пальчики стояли ровно, не были повернуты на бок, иначе с одной стороны просохнет покрытие, а с другой нет, и также будет скукоживание. В чем еще преимущество покрытия ногтей гель-лаком в один слой? Как правило, такой слой все равно ложится более тонко, чем два более толстых слоя гель-лака. Конечно, и два слоя можно положить достаточно тонко, например, первый вообще сделать втирающим, но не каждый мастер умеет тонко класть покрытие гель-лак. Тут все будет зависеть от умения работы с данным материалом. И, конечно, один слой цветного гель-лака очень актуален в педикюре, где нельзя выполнять толстое покрытие. Большие ногти, как правило, сложнее покрывать, потому что они более широкие, требуется большее количество материала, внимание мастера. Поэтому, если вдруг у вас не получилось покрыть большой ноготь в один слой, не переживайте, покройте в два тонких слоя. На этом вы не потеряете слишком много времени, а покрытие будет выглядеть аккуратно. Хотите сократить время работы, а также убрать ошибки, которые вас тормозят? Приходите на бесплатный вебинар. Регистрируйтесь по ссылке в описании и получайте в подарок видеоурок. На этапе выравнивания самое главное – не испортить ту архитектуру, которую вы до этого создавали базой или другим любым материалом. Выполняем только длинные движения слева-справа и завершаем по центру, чтобы не испортить наш блик. Некоторые недостатки на поверхности, некоторые впадинки может помочь скрыть топ, но сильно на него не рассчитывайте. Не наносите топ слишком толсто, как базовое покрытие, иначе форма ногтя потеряются, они будут оплывшими и широкими по бокам. А для того, чтобы поверхность стала ровной, переверните пальчик на 10 секунд, тогда материал разровняется к центру и скроет все недостатки. Ну и еще один прием, который позволит вам скрыть недостатки, не знаю, могу я такое говорить или нет, это использование блестящего топа. Благодаря блесткам все внимание будет на них, и никто даже не заметит, если есть какие-то маленькие проплешинки на поверхности. Понравилось видео? Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал и смотрите ролик «4 способа покрытия гель-лаком под кутикулу для новичков». Ну а я желаю всем успехов. Пока-пока!